все бабы дуры. У них там логика какая-то женская. И организация должна состоять из мужчин. Мужчина всегда будет искать возможность добыть что-либо. Зачем туалетную бумагу уносить? Оскар по половому признаку. Нахрен мне нужен такой Оскар? Вот это, понимаешь, херня полная. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Сейчас будет максимально нетривиальный вопрос. Кто работает лучше, мужчина или женщина? Не, ну я могу сказать так, вот у меня здесь в офисе рядом со мной находится 90% женщин. По-моему, ответ очевиден был бы, да? А нет. Для некоторых видов деятельности женщины просто вообще не предназначены, они не могут это делать, и вот вообще не могут. Вот. Там только мужчины могут. Вот, поэтому в зависимости от того, что надобно организовать, что достигнуть и как, какое встроенное качество получить. Потому что и у мужчин, и у женщин есть особенности, которые гарантированно приведут к лучшим проявлениям, ну, если тебе это надо, по твоему замыслу. Давайте тогда про эти характеристики поговорим. Для чего пригодны мужчины, для чего пригодны женщины. И самое важное, это в каких же сферах женщины совершенно бесполезны, как вы сказали. Вот когда необходимо создать мобилизацию и за короткое время создать структурный перекос, там, вот выдвинуться резко, да, и сделать что-то в кратчайшие сроки, да, конечно же, здесь рулят мужчины, и организация должна состоять из мужчин. Открыть 50 торговых отделений, вот у меня была задача. Конечно, с таким задачам способны только мужчины. Ну, вот пример про спецназ, например. Спецназ всегда состоит из мужчин. Пилоты истребителей — это всегда мужчины. То есть где нужны быстрые, четкие решения, буквально на лету, без обдумывания, без перебора каких-то там вариантов и так далее, это всегда мужчины. Женщины, ну, они по-другому устроены, они интегральные. Женщины не способны к резкому спурту, ну, к резкому старту, к взрывной работе. Все. Она просто не способна, ее психика устроена по-другому совершенно. Дотошность, кропотливость, усидчивость, ну, традиционная склонность женского интегрума. То есть женщины такие хозяйственные, вот микрохозяйственные, то есть они наводят некий порядок в доме. Ну, большинство женщин проявляют себя так и на работе. Поэтому нужно использовать склонности женщин, ну, использовать их для того, чтобы благоустроить, ну, наилучшим образом наш мир. Это правда. Многие мужчины не понимают этого и сидят в своей такой глубокой шовинистической вот позиции. Ну вот женщины, они вот, у них там логика какая-то женская, там еще что-то. В общем, они какие-то не такие, не очень-то они способны. А мы, мужики-то, вот. Тут один товарищ мне это самое прям говорит: ну как, вот вы такой, он говорит, мужчина такой вот успешный, то все. Почему вы, говорит, не вступаете в наши ряды? Ряды, значит, у них общество такое, мужское общество, так и называется, да, повестка которого, ну, в общем, вкратко, если сказать, все бабы дуры. Я говорю, ну я так и не считаю, что это так, поэтому и не присоединяюсь. А он до сих пор мне пишет, значит, говорит, я вас убедю. Вы, когда команду собираете, вы обращаете внимание на то, сколько там мужчин, сколько женщин должно быть, может быть, у вас схема какая-то есть, процентное соотношение? Женщин должно быть не менее 30%. Если женщин менее 30% между мужчинами, они же самцы, начинают территорию метить, друг на друга бросаться, доказывать. 30% женщин и коллектив, вот такой вот гендерный микс, он обладает значительной мерой саморегуляции. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, есть другое обстоятельство. Не более 60%. Дело в том, что в женских коллективах происходит, ну, просто невероятные, ну, с точки зрения вот мужского взгляда на мир, вещи. Это просто, ну, парадоксально.
Ну, очень сильно увеличивается такая склоки, там какие-то микроходы и так далее. То есть, ну, такие чисто женские коллективы — это целая, ну, история. В общем и целом, понятно, что есть рабочие коллективы, например, где, ну, тяжелая работа и где женская, ну, физика, строение тела, ну, не подходит. Там мужские, например, коллективы, ну, например, обслуживающие сотрудники на там, минерал-ватной линии. Ну, там одни мужчины. Вот. Но ведь в целом есть бухгалтерия, есть работники завода. Но если взять весь гендерный микс, то мы придем вот к этой пропорции. Учитывая характеристики и особенности мужчин и женщин, а кто из них больше ворует? Вы как-то эту статистику проводили? Вот кто может провороваться, взяточку взять, что-нибудь утащить с предприятия? Хороший вопрос, черт побери. Статистика сидящих в тюрьме, ну, она в некотором плане объективизирует тех, кто больше ворует, ну, за воровство, в частности. Там, в общем-то, в основном мужчины. Это, кстати, к вопросу, что и здесь мужчины победили, превзошли. Да. Вот. В компаниях и в организациях та же история. Ну, собственно, это соответствует статистике. Больше всего воруют, позволяют себе, разрешают или допускают, что мне можно взять то, что плохо привинчено, или то, что хорошо привинчено, тоже открутить и взять. Да? В большинстве своем это делают мужчины. Ну, такие, знаешь, рейдеры удачи. А вдруг? Да, дело в том, что женщина, ну, видимо, благоустраивая дом, двор, он говорит, так вот все, что привинчено, вот оно вот здесь хорошо, вот я это благоустроил. Да? А мужчина говорит, нет, мы открутим туалетную бумагу, возьмем, унесем к себе домой. Зачем туалетную бумагу уносить? Я не понимаю. Я распорядился так. Я говорю, каждый час, каждый день пополнять туалеты туалетной бумагой, чтобы они набрали столько бумаги, чтобы у них все кладовки… Правда? Ты же знаешь, они стали ее на рынке продавать. Понимаешь? Тогда я понял, что вот все, вот эта вот тяга, значит, к предпринимательству должна быть преобразована, ну, как бы иным видом, да. Поэтому вот тебе ответ на вопрос, что мужчина всегда будет искать возможность добыть что-либо любым путем. А чем отличается руководство, стиль руководства женский и мужской? Вы же много видите руководителей, есть и женщины, и мужчины. Да. Здесь очень сильное отличие. Ну, я сразу перейду к примерам. Например, когда мы основали Рыбаков фонд, да, первый этап Рыбаков фонда — это было инкубирование социально преобразующих проектов. Мы создали много стартапов и инкубировали их. Вот на первом этапе, СИД, так называемая, пассивная стадия, инкубирование или акселерирование, был нужен я и Оскар Хартман. Ну вот это такие типичные шиложопые, но уже через 2 года, когда разнообразие проектов социальных, ну, выросло там до 25, мы стали тяготиться от того, что происходит, и в этот момент мы стали искать другой тип руководителя, и мы пересмотрели много-много мужчин очень, очень классных и женщин очень классных. И так в нашей жизни появилась женщина-руководитель, моя жена Катя. Мы с Оскаром и с советом директоров, которые у Рыбаков фонда, осознанно приняли это решение, потому что у Кати, вот конкретно, у женщины, матери 4 детей, интегральный взгляд на мир. То есть Катя не складывает процессы, она не ищет такую иерархию, организацию, функции, да? Катя стягивает особенных людей, которые имеют свои, каждый имеет свои особенности, да? И создает среду, в которой эти люди находят, первое, входят в режим сотворчества, да? Некого потока, в режим совместной выработки правил и решений, следствием чего является растущая организация. То есть это все у Кати есть. Если я оказываюсь в этой системе, знаешь, что я делаю? Пересборка. Поэтому нужен другой стиль. И вот интегральный стиль такой — ухаживать
за растущей грядкой, он более свойственен женщинам. Сейчас Катя является президентом Рыбаков фонда, одним из, у меня конфликт интересов говорить за Катю, что она лучший президент фонда, но она реально объективно является лучшим, черт побери, потому что вот в этом году даже премию там вручили как лучший фонд, значит, занимающийся образовательными решениями для семьи. Мейнстрим, прежде всего в развитых странах, но и в развивающихся тоже. Это такая история квот для женщин. То есть, чтобы минимум было столько-то женщин в парламенте, чтобы столько-то женщин, я не знаю, там, получили Оскар непременно. Что вы думаете об этом? Это вообще норм, не норм? Мне больше не нравится, знаешь что? Когда квотируют нетрадиционные сексуальные ориентации. Когда мне тут в одной из компаний присылают рекомендацию о том, что у вас должно быть представителей нетрадиционной ориентации на совете директоров не менее 1 штуки, вот это, понимаешь, херня полная. Это заграничная, наверное, какая-то компания. Да. Вот понимаешь, вот это вот проблемка. Представляешь, у меня совет директоров, в котором нет ни одного там трансгендера, там лесбиянки, там гомосексуалиста, нет. А у них, понимаешь ли, рекомендация насущная, что если у вас нету ни одного трансгендера, лесбиянки и этого, и какого-то, какими-то особенностями, да, то вот мы вам рекомендуем взять, а если вы не возьмете, мы будем на вас косо смотреть. Любое квотирование — это насилие, это когда кто-то решил по половому признаку, да, что-то там сделать, да, теперь представь, давай, Оскар по половому признаку. То есть у нас теперь нет Оскара, смотри, знаешь, что у нас есть? У нас есть теперь Оскар по половому признаку. Нахрен мне нужен такой Оскар, вот я тебе говорю, То есть выходит, что тот, кто вот по половому признаку, может не потому, что он режиссер, значит, талантливый или это, получать это. Конечно, я не соглашаюсь с этой позицией, но я не буду выходить на баррикады и орать за это, потому что вся эта игра, это давно известная вот это вот, знаешь, люди придумывают какие-то игры и смотрят, кто в них будет играть. Есть 2 направления, противоречащих друг другу, направления мысли, скажем так. Начнем с первого, что женщины в целом глупее мужчин, что у них очень большая проблема. Провокация или что? Нет, реально это есть, и это люди транслируют, и таких людей достаточно много. Они говорят о том, что женщин меньше среди предпринимателей, среди политиков, среди изобретателей, среди ученых. Значит ли это, что женщины просто глупее мужчин, поэтому они не могут находиться там, где находятся мужчины? Это значит, что есть люди, которые делают глупые действия. Например, мужчины, которые организовывают общество так, что женщинам недоступно образование, это делается именно для того, чтобы женщины проводили время на кухне, рожали детей, ухаживали за мужчинами. Это делают все мужчины. А потом они говорят, женщина глупее. Не, подожди. Если мужчины организовали, в состоянии вот патриархата, или что там, в Афганистане сейчас, запрет на образование женщин. Сложно стать ученым. То есть, как ты станешь ученым, да, все, тебе там читать, писать, в магазин ходить можешь, там, детей рожай, сексуальное обслуживание мужчин делай, там, я не знаю, как это все. Я не берусь говорить, уклад их жизни, плохой он, хороший, да я не про это, я говорю о том, что, все это искусственное дело рук человеческих. Поэтому те мужчины, которые так сделали, если они доминируют в этом обществе, слушай, они породили подобное, разделение труда. Мы поговорили про первую часть, про первый лагерь, который считает, что женщины глупее, но есть и второй, который говорят о том, что сейчас мир, он требует женских навыков больше, чем мужских. Поэтому увеличивается доля женщин, особенно в развитых странах, и в политике, и в бизнесе, и в любых других сферах. И что вообще мир будущего через несколько десятков лет – это мир матриархата, а не патриархата. Что вы об этом думаете? Я думаю, что я соглашусь, что нам, людям, для качества жизни, для очеловечивания нашей жизни, для дальнейшего благоустройства нашей жизни очень нужны женские склонности. Но есть часть, с которой я не могу согласиться. Дело в том, что это не гендерный признак. Вот эти качества, которые присущи или склонны женщинам, они не гендерного происхождения. Это навыковые вещи.
Просто женщины в силу вот контекстного воспитания, они их наилучшим образом получают, эти навыки. Забота, ухаживание, благоустройство, и потом по жизни проявляют. Но это не означает, что мужчины не могли бы получать эти навыки, могли бы. Вот эта забота о себе и о людях, которые вокруг, которые присущи женщинам, важно, чтобы она была встроенная, как встроенное качество во всех людей. Вы бы смогли работать под началом женщины в подчинении? Тендер. Слушай, смотри, я ни одного дня не работал в подчинении ни мужчин, ни женщин, никогда. Я с первого дня предприниматель. Вот, и поэтому никогда не буду работать в подчинении мужчин или женщин. Никогда. Пусть мужчины и женщины, и даже эти X, которые там непонятно какой определили свой пол, да, они будут работать в моем подчинении. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус.